Здравствуйте! Вновь в студии Вестника Кавказа Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе. Мы, как всегда, говорим о футболе. И сегодня начнем с важной самой новости. В России определился чемпион премьер-лиги. Это, как многие ожидали, это «Зенит» из Санкт-Петербурга. Со второй попытки он стал чемпионом. На прошедшей неделе у него была возможность просто в очной игре обыграть ЦСКА и стать чемпионом. Это не получилось, мы об этом поговорим тоже с Дмитрием. Ну вот вторая попытка увенчалась успехом, и «Зенит» чемпион. Дим, мне хотелось, во-первых, чтобы ты сказал о том, насколько это чемпионство заслужено, есть какие плюсы и минусы нашего чемпионата, который прошел, и вот именно то, что «Зенит» так победил, и, в общем, имя чемпиона было известно фактически, да, за много туров до конца чемпионата. Ну и потом, наверное, хотелось бы поговорить еще о том, что многие из обозревателей, людей, которые внимательно смотрят и следят за нашим футболом, говорят о том, что как раз поражение от ЦСКА, непопадание в Лигу чемпионов, поражение в принципиальном матче от «Спартака» показали, что «Зенит», он, конечно, чемпион, но проблемы в этом клубе есть. Вот хотелось бы обо всем этом поговорить. Проблемы наверняка есть, это понятно, но я бы сказал, что «Зенит» не дал усомниться в своем чемпионстве на протяжении всего сезона. Не было людей, которые говорили бы, «Зенит» не станет чемпионом. Вот так вот однозначно, категорично. Все время какие-то оговорки. Поэтому чемпионом «Зенит» стал заслуженно. На мой взгляд, есть ложечка дегтя. Что это за ложечка дегтя? В концовке сезона инцидент Денисов-Карпин. Двойные стандарты. Понятное дело, что Денисов должен был понести какое-то наказание, но чуть раньше. Все было сделано для того, чтобы он сыграл против ЦСКА. Это понятно и взрослым, и детям. И все-таки, когда команда добивается чемпионства, используя административный ресурс, хоть в малейшей степени, это побуждает кривотолки. По игре вопросов нет. По тому, что происходит за пределами стадиона, вот этот вопрос в концовке возник. И это было неприятно. Я бы отметил в победе «Зенита» то, что очень много своих игроков в составе команды. Пусть они вернулись и за большие деньги, и много критиковали менеджмент «Зенита» за то, что таким вот образом возвращает своих футболистов, перекупая их у других клубов, но факт остается фактом. Это редкое явление в современном спорте, чтобы свои воспитанники выступали за команду, не просто выступали, а еще и добивались успеха. И еще, что не понравилось, но что можно считать определенной тенденцией. Круг почета. Это обязательная вещь в футболе. А здесь футболисты хотели выполнить этот круг почета, но не смогли из-за своих же болельщиков, которые были агрессивны, и у которых была своя свадьба. Сломать ворота, с помощью зажигалок себе какой-то кусочек сетки урвать чемпионской, газон выхватывали болельщики. Да, потом устроили драку в центре города с ОМОНом. В общем, все по полной программе. Вот это как-то неприятно. Но в целом я бы сказал, что «Зенит», конечно, показал очень качественный футбол при тренере, который только в межсезонье появился. И, что очень важно, убедил команду в том, что его система игры способна приносить результат. Дим, тогда вот у меня такой вопрос. От довольно серьезных людей, которые пишут о спорте, говорят о спорте, можно было услышать после поражения от ЦСКА, что Спалетти это не тот тренер, который нужен «Зениту» для того, чтобы добиваться серьезных успехов на международной арене. Ну вот, да, там несколько таких голосов прозвучало. Приводят в пример, как я уже сказал, поражение от Осера, когда «Зенит» не смог пробиться в Лигу чемпионов, в принципиальном матче со «Спартаком» и в принципиальном матче с ЦСКА. Вот эти поражения, все говорят, что вот это показывает то, что клуб не готов к каким-то серьезным свершениям на международной арене. Как ты относишься к этим словам? Да, я в советском спорте читал сразу после матча проигранного ЦСКА колонку Юрия Цыбанева, где он говорит, что, может быть, ресурс Спалетти таким образом исчерпан. Тем более сразу же вспомнили многие, он и в Италии в решающих матчах, как правило, проигрывал. Это первый его титул чемпионский вообще в карьере. Мне кажется, что если
вот заходить с этой стороны, то получается, да, есть вопросы, есть некоторое недоумение, есть сомнения, а получится ли у него. С другой стороны, а кого приглашать? Выбор-то специалистов, которые готовы приехать в Россию и стопроцентно дать результат, выбор-то он невелик. По сути, этого выбора и нет. Действительно, очень мало специалистов, которые практически гарантированно готовы дать результат. С тем же ЦСКА любопытная история получается. Вот команда сейчас взяла медали. Кстати, в матче с «Зенитом» они завоевали медали, пока непонятно какого достоинства. Команда уже давно не может завоевать чемпионство. Я уже говорил в нашей программе о том, что глубоко убежден. На данный момент по качеству состав ЦСКА превосходит состав Рубина и ни в чем не уступает, а на некоторых позициях даже превосходит состав «Зенита». Но при этом команда выиграть чемпионство не может. При разных тренерах. Причем это были тренеры-антиподы. Это был и Рамос, человек, которого не заподозришь в том, что он не умеет добиваться результата. Он всей своей предыдущей карьерой показал, что он один из топовых специалистов. Был Зико, который являлся высочайшим авторитетом для армейских бразильцев. С Газаевым в последний год не удалось победить. Сейчас молодой тренер, который тоже учится, Леонид Слуцкий. Найти тренера, который стопроцентно дал бы результат не только на внутренней арене, но и на международной арене, практически нереально. И если уж есть Спалетти, если команда приняла его систему, то нужно попробовать. Меня, вот честно говоря, эти заметки как-то даже разозлили. Но такое впечатление, что мы одна из первых стран в мире, у наших менеджеров богатейший выбор, и вот стоит щелкнуть пальцем, и все тренеры побегут к нам. Мне кажется, что это сам по себе подход неверный. Не согласен? Да, я абсолютно согласен. И вообще мне кажется, что очень рано говорить о Спалетти как о человеке, который выработал свой ресурс, тем более, что он убедительно выиграл чемпионат внутренний. Все-таки это какое-то неуважение, по-моему, к собственному чемпионату, когда люди говорят, что чемпионат это чемпионат, а международная арена это международная арена. Все-таки надо, на мой взгляд, относиться к своему чемпионату уважительней. И победа вот с таким запасом Спалетти, она достойна уважения, безусловно, и надо посмотреть, что дальше будет. В конце концов, от осечки на международной арене, да, там, в Лиге чемпионов никто не застрахован. И в этом плане, наверное, будет показательный следующий сезон, как раз Лига чемпионский. Да, и интересно, как команда выступит в Лиге Европы. На мой взгляд, и «Зенит», и ЦСКА могут добиться впечатляющих результатов. Кто-то из них, мне кажется, может дойти до финала. Мне тоже так кажется. Именно по составу, вот если брать и глубину состава, и качество игроков. Посмотрим, что произойдет в межсезонье. Тот же Вагнер может уйти из ЦСКА, и команда уже будет принципиально другой. Но мне кажется, что вот два наших клуба в Лиге Европы что-то интересное могут показать. Да, здесь, мне кажется, вообще надо поздравить «Зенит» с победой, и Спалетти, в том числе, как тренера, который тренировал эту команду, который поставил ей игру очень убедительно, очень много, что очень приятно, много игр было показан очень хороший футбол, зрелищно, атакующий. Мне кажется, это здесь питерцев надо поздравить, и их тренера тоже. А что будет уже на международной арене, мне кажется, надо посмотреть. Абсолютно согласен. Такое глубокое копание, оно здесь чревато тем, что выкопаешь что-то совсем неприятное для глаза. К сожалению, наш брат-журналист умеет иногда, чтобы обострить что-то, чтобы сделать это более интересным, иногда бежать впереди паровоза в данном случае. Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе в студии «Вестника Кавказа». Мы продолжим говорить о футболе, о самых важных событиях в мире футбола на прошедшей неделе.